Друзья, всем привет! Всем огромный привет! Вы на канале Big Trip Vlog, и в этом выпуске мы вам покажем, как добраться из Мексики в Гватемалу, в город Флорес. А еще бываем в древнем городе Майя. Сейчас мы находимся в городе Паленке, что в Мексике. Время 9 утра, мы собрали наши вещи и выдвигаемся в путь. За нами приехал комфортабельный мини-бас, на котором мы и отправляемся до границы. Сейчас у нас небольшая остановка. Первые 2 часа в пути прошли достаточно комфортно. Не знаю, сколько нам еще ехать до границы. Возможно, столько же, возможно, чуть меньше, но обо всем вам расскажем. Сейчас мы вышли, чтобы сходить в туалетную комнату. Также здесь есть большой ресторанчик, можно что-то быстро перекусить. И едем дальше. Нас, получается, в мини-басе помимо водителя всего 4. То есть мы с Томой и еще 2 туриста из Германии и Англии. В итоге чуть меньше 3 часов длилась наша поездка, и мы сейчас находимся в приграничном городке, который называется Эль-Сейбо. Сейчас мы должны перейти границу, после чего уже занять места на другом автобусе или мини-басе, на более локальном, который уже повезет нас со стороны Гватемалы. Сейчас мы прошли мексиканскую границу, там снимать категорически запрещено, также запрещено пользоваться телефонами. Весь процесс занял примерно 1,5 часа, из которых 1:28 мы просто ждали. Ждали свою очередь, ждали, пока пройдут какие-то местные жители перед нами. Ну, теперь должна быть впереди еще граница Гватемалы. Все, друзья, буквально 2 минуты, и мы получили уже штамп в паспорте о том, что мы находимся на территории Гватемалы. Поэтому здесь все было очень-очень быстро. Помимо того, что мы прошли границу, сразу же мы еще поменяли мексиканские деньги, которые у нас остались. А какой курс получается здесь? Получается, что 2,60 песо за 1 кецаль. Да, кецаль — это местная валюта Гватемалы. Сейчас мы садимся в следующий мини-бас, который уже на стороне Гватемалы, и отправляемся до нужной нам точки. Как тебе? О, хороший, кстати, минивэн, потому что я до этого читала, что мы пересаживаемся в более локальный автобус, а у нас очень хороший автобус. Да, комфортабельный. На некоторых сайтах я читала информацию, что необходимо заполнить форму декларации, когда переходишь границу Гватемалы. Но она была недоступна, и к тому же на границе Гватемалы нас ее не спросили, поэтому, возможно, вообще она сейчас не нужна. В Мексике при переходе задавали различные вопросы по поводу того, сколько мы будем путешествовать, когда выезжаем. Но я им так сказала, неопределенно, и они пропустили, все спокойно было. А на Гватемале вообще не было никаких вопросов, даже не спросили, в каком отеле мы остановимся. Поэтому делаем вывод, что перейти границу из Мексики в Гватемалу совсем несложная задача. Едем дальше. Еще примерно 3 часа в пути, и мы с вами находимся в городе, который называется Флорес. Но по нему мы будем гулять уже завтра. Весь наш маршрут составил примерно 7,5 часов. И сейчас мы еще немножко вам расскажем, где купить билеты и за сколько. Билеты можно купить в любом туристическом агентстве в городе Паленке. Стоимость от 650 песо до 1000 песо. Ну, естественно, мы купили за 650 с человека. Но качество не пострадало от этого. Мы очень довольны переходом границы. Нас высадили прямо возле отеля. Сейчас мы идем заселяться. Сейчас мы уже зачекинились, поднялись на 3-й этаж. Надо сказать, что лифта здесь нет. Очень странно. У нас много чемоданов, но ничего. Заходим в наш номер. Сразу же делимся первыми впечатлениями. Большая кровать,
Большой шкаф, номер достаточно просторный, светлый. Ну и, конечно же, балкон. Который производит неизгладимое впечатление, потому что прекрасный вид открывается на озеро. На озеро, на соседний остров, ну а также на территории нашего отеля с бассейном. Давайте я вам сразу покажу наш номер, в котором мы остановились на 3 ночи. Помимо того, что я уже говорил, большая кровать, большой шкаф. Также мы здесь видим прикроватные тумбочки. Есть отдельно столик. Большой телевизор, который мы никогда не смотрим. Есть полотенце. Также у нас пульт от кондиционера. Значит, есть и сам кондиционер. Вот здесь он на стене, немножко такого старого образца, но все же. Также из любопытного, у нас здесь есть холодильник, который расположен в шкафу на верхней полке. В холодильнике есть вода. Есть также зеркало, балкон, который я вам уже показывал. Ну и давайте посмотрим на ванную комнату. Ванная комната, надо сказать, тоже просторная, белоснежная. И за шторкой, конечно же, душ. Большая лейка. Вода, холодная и горячая, все здесь есть. Огромное зеркало в ванной комнате, есть даже фен. Все, друзья, располагаемся, смотрим дальше территорию отеля и идем гулять. Кирилл показал вам номер, а я покажу вам территорию отеля. Сейчас я нахожусь на 3-м этаже. Здесь можно увидеть длинные люстры большие. А еще здесь есть небольшая зона отдыха с красивой плетеной мебелью и картинами, которые показывают Флорес, розово-голубые дома. Больше всего, на самом деле, я боялась за интернет, но вроде бы он работает и даже стабильно. Сейчас спускаюсь по лестнице, чтобы пойти к бассейну и показать его территорию. На территории отеля есть ресторан. Давайте пройдем, я покажу его. Ресторан находится у бассейна. Здесь также есть бар, где можно заказать различные коктейли, напитки. В бассейне сейчас купаются. Есть для детей. Есть большой бассейн. Здесь рядышком ресторан. Можно заказать различные блюда по меню. Это не входит в стоимость проживания, это уже отдельно оплачивается. Сейчас уже вечернее время, тем не менее, детишки с радостью купаются. По всей видимости, водичка в бассейне теплая. Но самое красивое, лично для меня, это, конечно же, вид на остров. Рядом здесь находится еще торговый центр, поэтому мы сейчас пойдем купим сим-карту, узнаем больше информации об этом острове, об этом месте и посмотрим, на какие экскурсии или достопримечательности здесь отправимся. Здесь находится наш номер, поэтому я сейчас иду обратно, немного передохнем, подготовимся и вперед в новое путешествие. У нас следующий день. Мы вышли из отеля, позавтракали местными блюдами. Сейчас гуляем у озера, которое называется Пятеница, мы вам его показывали из отеля. И здесь находятся интересные колонны. И прямо здесь на набережной располагается торговый центр, который называется Maya Mall. В нем есть как продуктовые магазины, так и различные бутики с вещами. А еще здесь мы оформили себе сим-карту. В салоне связи Claro взяли 10 гигабайт за 100 кецалей. Я думаю, в центр Флореса мы еще вернемся. А сейчас мы хотим доехать до пещеры, которая располагается неподалеку. Называется она Актун-Кан. И туда мы поедем на трицикле. Здесь очень популярное такси в виде трициклов. Собственно говоря, на них мы и поедем. В итоге договорились за 20 кецаль. И вот так выглядит местный трицикл. Ничем, собственно говоря, не отличается от азиатского, тайского. Потряслись мы порядка 3 километров. На тук-туке, наверное, отвыкли мы немножко, да, от них, потому что в Мексике мы встречали, но в каких-то редких городках, и до этого, поскольку была арендованная машина, мы на подобных средствах уже давно не ездили. Вообще для меня удивительно, как мы в прошлом году на Филиппинах втроем вместе с Али ехали в таком тук-туке по 35-40. Ну, этот, надо сказать, немножко такой подраздолбанный был, поэтому, тем более с моим ростом, не очень было комфортно. Ну что ж, друзья, приехали мы в пещеру, называется Актун Кейв.
Здесь, говорят, водятся и летучие мыши, и змеи, и красивые какие-то фрески. В общем, будем во всем разбираться. Сейчас нам рассказали, что в этой пещере есть два маршрута. Один короткий, один длинный. Давайте я вам покажу. Во-первых, по цене. Короткий маршрут стоит 35 кесалей. Длинный маршрут стоит 45, но плюс вам нужно еще арендовать гида. Не знаю, сколько стоили, мы не уточнили. Раньше это стоило порядка 150 кесаль. И вот сам маршрут. То есть здесь мы стартуем в первой точке. И короткий маршрут заканчивается вот здесь, на 31 точке. Если вы пойдете по длинному маршруту, то, соответственно, это еще несколько километров. И здесь вот вы выходите. Короткий маршрут порядка 1 километра. Узнала стоимость гида по короткому маршруту. Это 70 кецалей, а по длинному маршруту это 150 кецалей. Но можно без гида идти, правильно? Можно без гида по короткому, но по длинному только с гидом. 1, 2, 3, 4. Также нам выдают каски со специальным фонариком, потому что в пещере будет очень-очень темно. 3 режима. 1, 2, 3. И выключаем. Ага, пойдем. Мы с вами пойдем по короткому маршруту. Надеюсь, нам этого будет достаточно. Дальше буду снимать с большой камеры, потому что внутри пещеры, как я уже говорил, будет очень-очень темно. Весь маршрут пронумерован, есть указатели, стрелки, поэтому очень удобно ориентироваться. Но, правда, мы с Кириллом вдвоем в этой большой темной пещере, поэтому немного даже жутковато. Сама по себе пещера очень красивая. Посмотрите, как она покрыта солью, которая переливается интересным цветом. Змеи мы пока еще не увидели, но летучие мыши встречаются достаточно часто. Мы дошли до конца короткого маршрута. 30-40 минут вполне достаточно, чтобы посмотреть на скальное образование, познакомиться с этой пещерой, посмотреть на летучих мышей. Сейчас мы возвращаемся обратно. Обратно выходили из пещеры мы, конечно, гораздо быстрее, наверное, минут 5-7 занял маршрут, потому что очень удобная навигация. Везде показаны стрелочки, как на вход, на продолжение маршрута, также на выход. Нужно еще отметить, что в пещере темно, в пещере немножко прохладно, но за счет сумасшедшей влажности очень жарко. Вы видите, как... Фу, какой я вышел мокрый, снял сразу же каску. Фу, на самом деле в пещере находиться достаточно сложно. Поэтому, если вы, наверное, не подготовленный какой-то турист, то нашего короткого маршрута вам вполне достаточно. Но если вы хотите ощутить полноту путешествия по этой пещере, то выбирайте длинный маршрут, который может длиться до 3 часов. Нужно будет пролезать какие-то узкие разные скальные образования, где-то там по веревке проходить. В общем, мы считали, что маршрут достаточно сложный и интересный, но выбрали сегодня с вами маршрут попроще. А еще нам очень повезло, что на выходе мы увидели тук-тук, который только что привез к этой пещере кого-то, и мы на нем поедем уже обратно в город. Сейчас мы находимся уже в центре города Флорес, и я вам скоро покажу, как мы будем пересекать
материковую часть и островную. Будем пересекать ее по дамбе через озеро Питен-Ица. Сейчас мы доехали до красивых букв, на которых написано Петен. Это название озера. Можно его также назвать Питен-Ица. Сейчас мы находимся на островной части города Флорес. Она более старая, с красивыми разноцветными домиками. Эта часть более туристическая. Все гестхаусы, хостелы, отели в основном расположены на этом островке. Основная часть туристов – это американская и европейская молодежь, которая проводит здесь каникулы, путешествует большими компаниями и ездит на коллективные экскурсии. Здесь также можно уехать на пляж на лодочке. Сейчас мы узнаем стоимость проезда. Узнала стоимость лодки, получается 200 кицалей, это туда и обратно. То есть вы приедете на пляж, искупаетесь часик и возвращаетесь обратно. Сейчас мы идем вглубь острова, проходим разноцветные домики. Здесь и розовый, голубой, желтый, зеленый. Каких цветов здесь только нет. Единственное, что солнце сегодня палит как не в себя, просто очень жарко. Полуденное солнце. Сейчас точно больше 30 градусов. На улицах не так много отважных туристов, которые готовы гулять в такую погоду. Неспешным темпом мы дошли до центральной площади города. Она мало чем отличается от мексиканских городов, именно центральных площадей, потому что здесь обязательно должен быть парк, вот как здесь небольшой, и обязательно должна быть церковь. Здесь она тоже есть, красивая, в белых тонах. Главный собор города располагается на возвышенности, поэтому его видно практически с любой точки острова. А уже завтра мы отправляемся на главную достопримечательность Флорес, ради которой приезжают сюда многие туристы. Это древний город майя Тикаль. Поэтому увидимся завтра, друзья. Всем доброе утро. Сейчас мы движемся по дамбе, которая соединяет материк и островную часть города Флорес. Отель находится на материковой части, а все группы, которые отправляются в древний город майя, собираются на островной части. Примерно 250 метров длина этой дамбы. Сейчас мы, наверное, самые первые пришли к месту нашей встречи со всей группы недалеко от пирса, от остановки, поэтому расскажу вам пока о стоимости билетов в храм Тикаль. Туда можно поехать самостоятельно на арендованном автомобиле, но здесь у нас арендованного автомобиля нет. Также можно добраться на общественном транспорте, но это достаточно сложно. Они ходят нерегулярно туда, автобусы, поэтому мы решили приобрести здесь, наверное, самый популярный вид посещения этого храмового комплекса – это групповой тур. Теперь о стоимости. Стоимость в обычные часы, если вы едете не на закат и не на рассвет, то это 100 кесалей без гида, 150 кесалей – это если вы берете групповой тур с гидом. Также есть варианты посещения этого храмового комплекса, как я уже сказал, либо на рассвет, либо на закат. Там уже билет с человека будет чуть дороже, примерно 200-250 кесалей. Но чтобы поехать на рассвет, нужно вставать в 3 часа, и очень-очень рано вас туда отвезут. Весь этот маршрут длится 7 часов, то есть вот как, допустим, у нас будет программа, мы в 10 часов сейчас выезжаем отсюда, ехать чуть больше часа, и обратно мы поедем в 17:00, то есть 7 часов, да, мы, соответственно, приедем в начале 7-го, вернемся в город Флорес. Мы взяли билет за 150 кесалей с гидом, пусть нам гид рассказывать всю информацию. У нас сегодня будет такой лайтовая, скажем так, прогулка, потому что нам будут все рассказывать, показывать, а мы будем передавать эту информацию вам. И надо учитывать, что ту стоимость, которую я вам назвал, это лишь трансфер и гид. То есть туда не входят билеты в сам храмовый комплекс. Сколько стоят билеты, мы уже посмотрим на месте. Вот так выглядит наш автобус, на котором мы отправляемся сейчас в Тикаль. Надо сказать, что купить билеты здесь можно в любом туристическом агентстве, которых очень много в городе Флорес. Спустя примерно час езды мы доехали до
этого национального парка Тикаль. И сейчас мы здесь будем покупать билет, после чего обратно пройдем в автобус и проедем еще 17 километров. Сейчас мы купили стандартный билет стоимостью 150 кецалей с человека. Также есть другой тип билетов, точнее дополнительный. Чтобы сюда приехать на рассвет или на закат, нужно еще дополнительно оплатить билет в 100 кецалей. То есть у вас получится тогда 250 кецалей с человека. Ну, если вы сюда приезжаете ранним утром, либо остаетесь на закат. На пропускном пункте к нам присоединился также наш гид, поэтому наша группа сейчас разбивается на две части. Кто-то идет без гида, самостоятельно гулять по храму, и все возвращаются сюда в 3:30. Я-то думал, мы обратно поедем в 5 часов, но оказывается в 4 часа. Раз в 3:30 возвращаются, значит 4 поедем обратно. Ну а наша вторая часть группы пойдет сейчас с гидом осматривать территорию храмового комплекса. Сейчас мы заходим уже на территорию археологического комплекса. Именно здесь нужно показывать билет, который мы приобретали ранее. Также чуть раньше можно было приобрести отдельно карту на весь комплекс, которая стоит 25 кецалей. Но мы решили карту не брать, поскольку мы идем с гидом. Проверяют билет, после чего надевают вам браслет на руку. Остались мексиканские традиции здесь любителей браслетов. Ну и теперь мы уже на территории комплекса. Майамский храмовый комплекс знаменит не только своими красивыми пирамидами, которые мы увидим дальше, а еще и своими животными. Вот видите, сейчас здесь мы видим что-то наподобие цапли гуляющей, а также в этих местах водятся даже крокодилы. Сейчас мы проходим огромное дерево. Наш гид рассказал, что оно называется Сейва, и ему почти 2000 лет. Сейчас наш гид рассказывает и показывает видео, как здесь иногда даже можно увидеть ягуара. Представляете? Идете вы по дороге, а тут напротив вас может идти сам ягуар. Но, конечно же, мы его увидим вряд ли, поэтому оно есть только у нашего гида на видео. Сейчас мы ходим за гидом и узнаем новую информацию. Во-первых, на этой территории раньше не было ни джунглей, ни воды, поэтому 10 тысяч майя, которые здесь проживали, практически находились в жестких условиях, им приходилось выживать, и поэтому они покинули эту территорию и большой город. Город Тикаль являлся столицей всего майянского народа, был очень большим, занимал площадью 400 гектаров. Здесь находилось более 120 сооружений, некоторые из них сохранились по сей день. Сейчас гид показывает нам различных животных, можно увидеть на ветвях и птицы, и обезьяны, вот там, видите, вдали, наверное, плохо видно. Также здесь есть туканы, очень красивые разноцветные птицы. К сожалению, сейчас птицы и животные находятся высоко на деревьях, поэтому показать поближе их не получается. Сейчас мы пришли на главную площадь старого города Тикаль. Именно здесь велись общественные выступления, и было слышно всему городу, потому что эта площадь располагалась в центре. А вокруг мы видим различные пирамиды. Наверное, главная из них – это храм Ягуара, который также называется Temple One. Высота 44 метра. И, пожалуй, это главное сооружение здесь, потому что оно лучше всего сохранилось. Также рядом с храмом Ягуара располагается храм Маски, или Temple Two. Его высота 38 метров. Он был построен императором Майя примерно в 710 году, как личная резиденция. I'm from. Чудеса, чудеса. Причем практически в каждом археологическом комплексе также гиды показывали, как подходишь к центру вот этой площади, начинаешь хлопать, и слышатся интересные звуки из центра храма. Еще очень здорово, что в храм Маски можно подняться даже наверх, хоть и не по пирамиде, а по деревянной лестнице, которая примыкает к храму.
Такую жару подъем наверх дается совсем непросто. Хоть и подниматься всего лишь минут 5, наверное. Отсюда открывается вид на главную площадь и на храм Ягуара. А это уже храм Маски, рядом с которым мы находимся. Сейчас я взяла у Кирилла камеру, чтобы немножко побродить еще по руинам. Можно подниматься не только на вершину храма 2, но еще и погулять среди других руин. Нам рассказывали о том, что в больших храмах только правили, проводились различные религиозные ритуалы. А на маленьких сооружениях здесь проживали короли и королевы. Обычный народ в этих сооружениях не жил. Так выглядели жилища народов майя. Сейчас здесь все закрыто сеткой, пройти внутрь нельзя посмотреть, но в целом впечатление о том, как они проживали, в каких стенах, можно себе представить. Кстати, заметьте, какой серый цвет камня. Этот камень бывает на полуострове Юкатан и в этом районе Тикаль. Стоит еще отметить, что народы майя проживали раньше на территории Гватемалы, полуостров Юкатан в Мексике и в Белизе. Раньше здесь не было этих стран, раньше это была просто территория майя, а другие территории принадлежали другим народам. Например, там, в Южной Америке это были инки, в Мексике, в Центральной, это были альмеки, ацтеки и другие. Отсюда открывается красивый вид на храм Ягуара, просто как с какой-то открытки. Несмотря на то, что мы были во многих археологических комплексах, Тикаль, он совершенно другой. У него другая архитектура. Верх храма очень отличается от того, что мы видели ранее. Здесь также интересно погулять. И, конечно, все эти сооружения очень впечатляют. Сейчас мы движемся к Temple 3, или храм жреца Ягуара. Это самый последний храм, который был построен на территории этого комплекса. Сейчас сложно признать в этом месте пирамиду высотой 55 метров, но это именно этот храм. Из него сейчас уже растут деревья. Он полностью погряз в листве. Вот так выглядит последнее сооружение майя, прежде чем они покинули этот город. По комплексу бегают маленькие животные, которые называются коати. Тут их целая банда практически. Пытается найти себе какую-нибудь еду. Людей не боятся, потому что некоторых подкармливают. Вот так своим длинным носиком роет землю. Еда, 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 еда. Видеоохотов. Здравствуйте, как вас зовут? Сейчас мы можем видеть вдалеке уже Temple 4, или храм двуголового змея. Это самый высокий храм в Тикале, 64 метра. Спустя минут 5 мы пришли к самому высокому храму, про который я уже рассказывал, Temple 4. На самую высокую башню можно подняться. Здесь оборудованы специальные лестницы. Минуты 3 я поднималась до самой вершины. Отсюда открываются абсолютно все сооружения. Посмотрите, как эти храмовые комплексы прячутся в джунглях. И видны лишь их верхушки. Казалось бы, мы прошли не так много. Я думала, что эти храмы, они вообще близко друг к другу. Но, видите, их практически даже не видно здесь, среди этих джунглей. Также здесь есть небольшие лестницы, на которых все сидят, отдыхают после подъема к этому храму. Лестница к этому храму также оборудована деревянной конструкцией. Она очень высокая. Поэтому нужно обязательно взять с собой водичку, чтобы легко осуществить подъем. Уже внизу мы можем наблюдать карту этого комплекса. Мы с вами были вот где храм 1, 2, потом 3. Сейчас мы возле 4. Здесь располагается Temple 5, куда мы еще, скорее всего, успеем дойти. Сейчас мы подошли к еще одному храму. Как нам рассказал гид, что это уже не майянский храм. Он более горизонтальный, у него своеобразная
кладка, и называется он Талут Таблеро. Подошли к еще одной пирамиде, Мундо Пердидо. Ее высота 30 метров. Еще одно невысокое сооружение. Не видел я таблички, что подниматься нельзя, поэтому поднимаюсь по ступенькам сейчас наверх. Ну, вот здесь совсем, видите, невысоко. Все поросло травой уже сверху. На эту высокую пирамиду также можно подняться наверх. Здесь рядом есть небольшая пристроечка из лестницы деревянной. Поднялась на очередную вершину храма. Отсюда тоже открываются красивые виды. Особенно мне нравится необычное дерево. С него свисают сухие листочки. И рядышком еще находится дерево с красными цветочками. Красивые пейзажи. Также открывается вид на 4-й храм двуголового змея, где мы были не так давно с вами на вершине. Помимо этого можно увидеть еще и вершины других храмов. Несмотря на то, что так печет солнышко, здесь дует небольшой ветерок, очень приятно, потому что когда спускаешься вниз, там, конечно, совсем жарко. Фу. Но вообще, наверное, это самая жаркая погода за всю нашу зимовку. Сейчас уже начало 4-го, скоро вся наша группа будет собираться, и гид нам тоже дал сейчас свободное время, говорит, немножко погуляйте, походите, и потом пойдем обратно к автобусу. Что можно сказать об этом храмовом комплексе? Он отличается от предыдущих. Для меня лично, во-первых, тем, что он находится в джунглях, поэтому здесь очень много птиц, животных, хоть на камере показать вам их не удалось, потому что они все в основном бегают по деревьям, где-то высоко. Вот. Но вот даже здесь сейчас пробегает обезьяна, очень много красивых птиц. А также мы здесь видим лестницы деревянные, которые пристроены к пирамидам, по которым можно подняться на самый верх. В целом в комплексе все понятно, везде есть указатели, понятный маршрут. Возможно, даже можно было здесь гулять без гида. Да, скорее всего, это не наш вариант с гидом. Вот мы сейчас погуляли, но не очень информативно, да. То есть можно самим подготовиться, почитать Википедию и какие-то статьи, и чуть больше знать об этих храмах, в принципе, как я вам о них и рассказывал, да. А гид начинает рассказывать больше информации о каких-то королях, что-то углубляться, плюс его английский не совсем нам понятен. Может быть, даже поэтому мы не успели еще посмотреть здесь пару храмов, потому что здесь, на самом деле, вот мы посетили 4 храма, плюс вот этот затерянный город, а еще существует еще 2 храма, 5-й, Темпл 5 и Темпл 6, которые мы, к сожалению, посетить не успели. Когда мы гуляли по археологическим комплексам в Мексике, мне казалось, что это так долго, что мы тратим столько времени там на один храм, но на самом деле, оказывается, все у нас было достаточно быстро и организовано. Да, здесь мы провели порядка 4 часов, наверное, да, в этом храме. Да, и уже в 5 часов вернемся обратно в город Флорес. И еще касательно гида. Вот наша немногочисленная группа уже собралась в составе 5 человек, а не хватает лишь кого? Правильно, гида. Поэтому мы, получается, ждем нашего гида, чтобы двигаться дальше. Мне, знаете, что забавляет? То есть мы гуляем, у гида есть время, чтобы сходить в туалет, но когда все собираются вместе, он решает и идет в туалет. Ну, подождете, как говорится. Да, поэтому... Идем к 5-му храму. Да, оказывается, все-таки мы успеем посмотреть еще и Темпл 5. Сейчас мы также проходим площадь 7 храмов. Так это место называется, потому что здесь мы видим 7 бугорков. Это не что иное, как храм в каждом из них. Возле 5-го храма мы видим на деревьях очень много птиц, которые называются тукан. У них огромные носы, но я думаю, вы сами знаете. Вот, например, одна, вот вторая, видите, летит. Помимо туканов, на ветвях деревьев были обнаружены паукообразные обезьяны. Их здесь также очень много. Вот здесь они прыгают, рычат. Вам приходится верить мне на слово, потому что на камере их нет. Ну и также есть информационная табличка, которая рассказывает нам о храме номер 5.
Написано, что он был первым построен на территории Тикали. Уже на выходе из храмового комплекса увидели небольшую палатку с сувенирами. Надо сказать, что сувениров до этого мы не встречали именно в этом храмовом комплексе. Нигде не было назойливых продавцов. Но сувениры все очень похожи. Мы видим здесь и календари майя, вот которые вот так выглядят подобным образом. Это, допустим, брелок, есть тарелочки, также магнитики с изображением храмового комплекса Тикаль. Сейчас мы вернулись к нашему автобусу, отправляемся обратно в город Флорес. У нас получился большой трехдневный выпуск, который мы начинали еще в Мексике, а сейчас заканчиваем его в Гватемале, в храмовом комплексе. Кстати, если вам понравилась наша сегодняшняя поездка, то ссылку на агентство, с которым мы поехали, оставляем в описании под этим видео. Завтра мы отправляемся в город Ланкин. Заранее покупали билеты на шаттл в туристическом агентстве за 200 кецалей с человека. Поддерживайте этот выпуск, друзья, ставьте свои лайки, пишите комментарии. Скоро увидимся. Всем до новых встреч, всем пока. Всем пока.